Это Galaxy Note 8, а это Note 9. Найди 900 отличий, как говорится. Ладно, обновление хоть и небольшое, но правильное как ни посмотри. Чего только стоит тот факт, что Samsung не превратила красивый Galaxy в iPhone 10. Да, дизайн прошлогодний, но он многим нравится. Квадратный, солидный, выглядит классно. Плюс желающим приобрести топовый флагман со стилусом вариантов, кроме как Galaxy Note, просто нет. В любом случае, как ни посмотри, Galaxy Note в 9-м поколении, хотя технически это 8-е, остается здоровенным смартфоном и этого не стесняется. Но лопата — это хорошо и удобно, когда к такому размеру привыкаешь. Какое главное отличие? Конечно, это сканер отпечатка пальцев, который по аналогии с S9 переместился под камеру, но при этом вышел за рамки модуля камеры, что в общий дизайн как-то странно вписывается. Доставать до сканера стало однозначно проще, хотя с таким большим корпусом вопрос удобства до сих пор остается открытым. Не у всех же найдутся такие большие ладони, так что вторую руку при разблокировке отпечатком пальца все же придется использовать. Другое дело, что теперь меньше шансов заляпать двойной модуль камеры, который, к слову, на светлых устройствах больше не черный, а в цвет корпуса. Ну, мне нравилось, как камера на 8-м ноте смотрится. Вместо сканера отпечатков пальцев можно использовать технологию смарт-сканирования, которая есть уже в Galaxy S9 и Tab S4. Она комбинирует распознавание лица и радужной оболочки глаза. Не сказать, что быстрее теперь в сравнении с S9 тем же, но работает довольно точно. С другой стороны, здесь можно Samsung кидать претензии. На фоне Xiaomi Mi 8 с его инфракрасной камерой разблокировка на Note 9 очень медленная. Ну, зато сканер отпечатка тут быстрый. Прям даже один из самых быстрых. Что по клавишам и портам? Здесь все то же самое, что и на Note 8. На левой грани качелька и Bixby, на правой питание. Внизу Type-C, динамика, разъем джек 3,5 мм, чему я лично несказанно рад. Ну и конечно, здесь есть гнездо для стилуса. Корпус Note 9 защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP68 и предлагается в трех цветах: черном, синим с желтым стилусом и медным. Существенным отличием новинки от предыдущей модели стало наличие двух динамиков. Наконец-то разрабатывали стереопару в паре с компанией AKG, и в случае с Note 9 все это звучит хорошо. Хотя мы уже успели проверить такую систему на ряде других флагманов, тот же iPhone 10 или Galaxy S9. Давайте на наглядном примере. Это звук с Galaxy S9 Plus, тоже стерео. А теперь Galaxy Note 9. Звук погромче, он пообъемнее и в целом подойдет под любые задачи. Кстати, очень похоже на то, что мы слышим в iPhone 10, но немного другой звук. Что касается звука в наушниках, то, во-первых, в комплекте идут затычки от AKG, опять же, вы уже их слышали, и что касается самого звука, то с прошлого года он никак не поменялся. То есть он такой же хороший, подойдет под Hi-Res аудио, надстройка, под настройкой, вот эта вся мишура здесь присутствует. Экран. Диагональ его в сравнении с Note 8 немного подросла, с 6,3 до 6,4 дюйма. Нижняя и верхняя рамки стали меньше. Это не особо бросается в глаза поначалу, но если приглядеться, то замечаешь. В работе с телефоном такое изменение абсолютно никак не отражается, честно говоря. Но то, что увеличили экран, хорошо, учитывая, что габариты остались прежними. Плюс мне нравится то, что не стали закруглять углы, как на S9 Plus, Note остался таким же квадратным, что как-то чуть солиднее выглядит, что ли. Разрешение у Super AMOLED дисплея составляет 2960 на 1440 точек. Традиционно для Samsung получаем насыщенную цветопередачу с высокой контрастностью и глубоким черным цветом. Матрицу обновлять, судя по всему, не стали, она такая же, как на S9 Plus, по первым ощущениям, но это и неплохо. Учитывая, что это лучший дисплей для смартфона на земле, оправданно получилось. Galaxy Note 9 работает на Android 8.1 и Samsung Experience 9.5 с набором фирменных фишек, таких как Edge-панель и настраиваемый Always On дисплей. Плюс с помощью стороннего софта можно изменить параметры кнопки Bixby так, как хочется именно тебе. На моем S9 Plus, например, на однократное нажатие скриншот, на удержание Яндекс.Алиса, на двойное нажатие блокировка ориентации экрана и на двойное нажатие плюс удержание включается полноэкранный режим. А в выключенном состоянии на удержание включается фонарик, так что эта кнопка вещь не лишняя, она полезная, просто нужно уметь ее готовить. Ну и как вы поняли, Bixby не закрыли, хотя слухи и ходили, плюс русского языка в нем также не появилось. Дальше. В случае с линейкой Note возможности устройства расширяются с помощью стандартного стилуса, который скрыт в корпусе, и его тоже обновили, но в этот раз не было такого, что улучшили степень распознавания нажатия, чего-то еще. Сюда впервые добавили модуль Bluetooth, чтобы вы могли управлять смартфоном и его фишками удаленно с помощью стилуса. Вот, например, при однократном нажатии включается пауза в стандартном плеере, при двукратном пропускается песня. В настройках можно выставить нужное вам действие. Здесь возникает вопрос, на кой это нужно?
Мне не ясно, но, например, можно устроить дома вечеринку, подключить телефон по ауксу к колонкам и ходить в квартире переключать музыку с помощью стилуса. Согласен, звучит глупо, но, возможно, Samsung даст доступ сторонним разработчикам, и они придумают что-то полезное. В любом случае, вот такой сценарий есть, значит, будет и что-то лучше. Камеры. Как и стоило ожидать, в Note 9 установлен двойной модуль основной камеры, где главный 12-мегапиксельный сенсор комплектуется переменной апертурой 1.5 и 2.4. Вторым модулем выступает телевик, также на 12 мегапикселей с апертурой 2.4. Смартфон снимает видео в разрешении вплоть до 4К при 60 кадрах в секунду, умеет в двойной оптический зум без потери качества. Кстати, зум реально классный. Есть и портретная съемка, сверхзамедленное видео в 960 кадров в секунду. Последнее работает аналогично Galaxy S9. Записывается видео продолжительностью 0,2 секунды в разрешении 720p и растягивается до 6 секунд. Full HD не завезли. Что по фото? А вот здесь сюрприз. Уже сейчас можно сказать, что камера Note 9 точно одна из самых лучших на сегодня. Качество в сравнении с S9 Plus выросло заметно, цвета теперь не такие перенасыщенные, шарпинг тоже поправили, плюс в контрастных сценах камера вывозит на уровне второго пикселя, который объективно до сих пор снимает лучше всех. Портретный режим также подтянули. Бывает, конечно, фотки так себе выходят, но с хорошим освещением и получается гениально. Единственное, что, на мой взгляд, осталось прежним — ночная съемка. Мажет знатно, но хорошую фотографию получить можно, конечно, если постараться. А в целом так средневато. О фронтальной камере на 8 мегапикселей с апертурой 1.7 можно сказать следующее. Она просто хорошая. Двойного модуля спереди нет, зато есть селфи-модзи, очень нужно. Короче, ок и не более. Совсем забыли про производительность. Внутри Exynos 9810 в случае с российским и европейским рынками, а вот для Китая и США поставки идут уже со Snapdragon 845. Оперативной памяти 6 ГБ, естественно, LPDDR4X, железо аналогичное S9+, но есть кое-что интересное. Во-первых, Note 9 чуть ли не в 2 раза быстрее, чем Note 8, что ожидаемо и логично, но при этом он быстрее и чем S9. Телефон прям летает на уровне второго пикселя, и да, мы все-таки дождались этого, причем у нас на тесте именно RST-версия с Exynos, и она как раз-таки быстро работает. Что еще не успели поведать? О таких вещах, как NFC, беспроводная зарядка, быстрая зарядка, наличие разъема для microSD, 2 сим-карты говорить даже не стоит. Здесь это как было, так и осталось. Плюс Samsung недавно представили Cradle для зарядки сразу и телефона, и часов. Это некий ответ Apple и AirPower. Выглядит, конечно, не так эстетично, продается отдельно, но хотя бы существует в природе. Продукт не мифический. Завершим разговор про Note 9 острым для последних флагманов Samsung вопросом — это автономность. Батареи на 4000 мАч должно хватить на весь день, по крайней мере, так говорят корейцы. И это действительно так, хватает на весь день, можно растянуть на 1,5. В любом случае зависит индивидуально от каждого пользователя. Но мне хватает на 6-7 часов экрана, что конкретно для меня результат очень хороший. На этом все. Могу отметить, что обновление незначительное, но из-за того, что сильно улучшили автономность, камеру и производительность, Note 9 можно и нужно брать. Да, нет смысла менять S9 Plus никакого. Нет, наверное, смысла менять Note 8, хотя и можно. Вот 5-й Note менять точно стоит. Старое устройство Samsung, Android. В любом случае, сейчас с Samsung приятно пользоваться, хорошая оболочка, он быстрый, тем более 9-й Note, он очень быстрый. Но у меня возникла мысль, можно присмотреться и к 8-му Note, он сейчас сильно подешевел, он не стоит 90 тысяч, даже 50 и 40, плюс версия на Snapdragon. Так что обратите внимание и на него. Лопата — это хорошо и удобно. В 9-м поколении, хотя технически это 8-е, красивый Galaxy. Да, дизайн прошлогодний. Квадратный, остается здоровенным смартфоном и этого не стесняется. Кроме как на Galaxy Note смотреть-то больше не на что.